Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Но я продолжаю свою работу с хинкали. Я буду делать хинкали, как я уже ранее в видео говорила. Сейчас я приступаю к лепке хинкали, к раскатке теста. И приготовила себе второй силиконовый коврик тоже. Я буквально немножко припылила. Мне нужен будет пакет. Я даже еще сейчас достану, наверное, пакет. Делю тесто пока пополам. Одну половинку убираю обратно в пакет, чтобы оно не заветривалось. Это очень важно. Ну что, приступаю я пока работать с одной частью. Муки совсем немножко подпылила. Массимо сету. И раскатываю тесто в пласт. Даже у меня нету формочки, чем их нарезать. Взяла вот эту креманку, может она будет маловато, но уже что есть. Что-то, мне кажется, и теста будет мало. Ну ладно, как будет. В общем, раскатываем не очень тонкий пласт. Так, раскатала немного, но, к сожалению, у меня формы нету. И буду их нарезать вот такой креманкой. Буду делать все по одному, потому что иначе они очень тяжело прорезаются. Может, мне их ножичком, чтобы опять же не давить. Я их потом чуть-чуть еще вот так растяну, и они, думаю, возьмут нужную форму. В общем, делаю кружочки. Надо все-таки прорезать. И обязательно сверху накрывать, чтобы не обветривались. Будем итальянцев угощать хинкали. Да, надо мне приобрести эту штучку, резать, чтобы вот так вот, конечно, это мучение. Или я их вот так сейчас помечу и потом ножичком прорежу. Так, наверное, будет лучше. О. И вот так. Мы ко всему приспособимся. Да, вот так хорошо. Режу кружочки и вот так один на другой их складываем. Так, теперь я все-таки вот вас приставила поближе. Буду немножко дольше работать из-за этих кружочков, что они у меня не такого размера, как положено. Ну, ничего страшного. Докатываю, дораскатываю. Беру вот так мяско. И все. И складываем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот так. И зажимаем. Все. Ну, чтобы было красиво. Вот так. Думаю, красиво. Мяско беру, вот такая у меня десертная ложечка, я думаю, достаточно. Качнусь.
Покажу вам еще вот этот, и потом уже я слегка их вот так протягиваю и начинаю складывать, постепенно прокручивая, проворачивая снизу, зажимая вот эти все складочки. Надеюсь, они у меня будут сочные. Я их уже 100 лет не делала. И вот сюда их в сторонку складываю. Массимо с таким удивлением следит за мной, как я это все делаю. Ну, он тоже любит с тестом работать, да, но вот то, что я сейчас делаю, это же он никогда не видел за столько лет. Я никогда этого не делала. А сейчас еще и запахи такие там стоят, и лука, и немножко, правда, чеснока, но лук достаточно запах такой дает, что стоит на всю квартиру. Еще и зелень положила туда. Он стоит, за мной следит, фотографирует и снимает мои руки. Наверное, пойдет потом маме своей внизу покажет. Ну, ей же трудно как бы подниматься, а так ей тоже, конечно, интересно посмотреть. В фарш я тоже положила очень много воды, большой стакан полный, еще и половинку. И, ну, он такой довольно мягкий получился, и, надеюсь, он у меня не будет сильно суховат. Вот смотрите, какое изначально было крутое тесто, да, и сейчас оно вот в раскатке какое мягкое-мягкое. Вы просто не представляете, с ним одно удовольствие работать. Оно настолько мягкое и нежное, но я думаю, что по нему видно. У меня ногтями все время оно дырявилось, когда я особенно сверху пыталась вот этот хвостик закрыть. Все время ногтями немножко я там дырочки делала, пробивала ногтями его. Massimo, saluta. Buongiorno a tutti. Stiamo lavando La pasta. la pasta con il mattarello. Изъявил желание помочь мне. Давай, говорит, я тебе помогу раскатать. Но он с этим не умеет работать. Видите, как он делает? Vai, 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 allarga, allarga, allarga. Я уже поставила воду. Молодежь уже подъезжает, написали мне. Так, сейчас я у него заберу. Все, basta, grazie. Va bene così, continuo io adesso, dai. Она у него даже не двигается, смотрите. Buongiorno. Buongiorno. О, что вы нам принесли? Сладости. Dolce hanno portato, vedi Massimo. Вау, какая диета еще сегодня. Хинкали, сладость. Ferdinando, guarda qua. Guarda qua. Più grandi li devi fare. Ancora? Aspetta, non ce l'ho la formetta, va bene così. Ma una salsetta le fa? No. Va bene, cosa? Наши красивые хинкали, аппетитные, уже готовы. И мы их закидываем сейчас уже в воду. Давай. Воду я посолила. Сейчас, может, лаврушку еще кинем, да? Закидываем. Хвостики вниз должны быть. А вниз? Да. Но я их потом поверну сейчас. Атенсионе. Давай. Ой, сколько штук там уже. Хватит, да, пока. Много сильно нельзя. Ну все, все, все. 15 минут. 15 минут. Накрой пленочкой, накрой. Они должны вариться 15 минут. С момента закипания.
Наши хинкали готовы. Горячие, с пылу с жару. Дай, насыпай. Немножко петрушки. Мои итальянцы очень переживают, понравится, не понравится. Но я сказала, или это, или ничего. Спасибо всем большое, что были с нами. И до новых встреч. Перчик черный, молодец, Милана. Давай. Ой. Ну, еще добавим. Там уже другая партия еще варится. Так что всем приятного аппетита, кто за столом. И до новых встреч. Пока-пока. Всем привет, дорогие мои друзья. Всем привет и всем хорошего дня. Я еду на работу. Ну и я знаю, что вы все с нетерпением ждете продолжения видео про хинкали. Как же итальянцы отдегустировали мои хинкали. Ой. К сожалению, снять я их не сняла, потому что они очень просили. Они очень просили, чтобы я их не снимала. Они очень просили, чтобы я их не снимала, но я вам расскажу. Вы же мне поверите, я вам расскажу. Пока я начала их уже, поставила ж воду, вам показываю, что я закидываю их уже. Еще пока я лепила там последние, Фердинандо уже подсел ко мне поближе, не стал их рассматривать. И потом Милане говорит: ой, я что-то переживаю, они мне понравятся или не понравятся. А Милана ему говорит: ну ты что, как они тебе не понравятся? Знаешь, какие? Ну она от себя, потому что она знает, какие они вкусные. Она говорит: ты что, конечно, они тебе понравятся. А потом так, немножко поняла и говорит: ну, если тебе не понравятся, мы тебе пасту сварим. Я говорю: да не переживай, пасты у меня много, будешь есть свою любимую пасту, если тебе вдруг не понравится. В общем, такой был смешной, я столько смеялась, сел и стал гуглить. Сел и стал гуглить, что такое хинкали, и с чем его едят. И он нашел и всю информацию по-итальянски, и как они выглядят, все. Он говорит: а вот они, так быстро. Ну, они сразу ему выпали, хинкали, это типичная грузинская, в общем, он джорджан, он там все вычитал. О, говорит, смотри, его весь мир знает, эти хинкали. Я говорю: ну вот, а я тебе про что говорю? Весь мир их знает, конечно. Только написал хинкали на итальянском, они ему бац, и выскочили все. В общем, стал он их изучать, и так сидит, и тихо, с Миланкой рядом же сидела она ему, и он ей говорит: вот, я не знаю, они мне понравятся, вдруг они мне не понравятся, ой, что тогда, как тогда. В общем, мне было даже некогда снимать это, честно говоря, но я столько смеялась, вы просто себе даже не представляете. Такое настроение у нас было, глядя вот на это все, у меня и у Миланки. Массимо ничего, он так себе ходил туда-сюда. Вначале он смотрел, помогал, за всем этим наблюдал. Ну, а потом, сварились же, сели за стол. Сели за стол. Массимо надо было видеть. Он говорит: мне пока один. Ну и Фердинандо тоже. Ну да, мне тоже пока один. Если что, я же могу взять. Я говорю: конечно, можешь взять. Конечно, можешь взять, говорю. Смотри, вот они все здесь. Первую тарелку, которую мы понесли. В общем, Массимо смотрит на Фердинандо и ему говорит: может, пармиджану сверху насыпем?
Тертый сыр пармезан. Я Милане говорю, им надо уксус предложить. Хинкали с уксусом едят. А они пармезан хотят сыпать. Она говорит, да нет, ты что, он уксус не поест с ними. Я говорю, ну их вообще-то уксусом поливают. Чеснок, сметана, вот это все. Про чеснок и сметану, конечно, речи не было уже. И взяли, Массимо тихо пошел и правда посыпал этим. Один вот так положил себе, так смешно это было, и сыром вот так тертым сверху посыпал и режет. Распробовали, пошел аромат лука, вот это все, сачок вытек оттуда изнутри. Все как положено. Ну, вкус для них очень странный. Вкус для них очень специфический, наш, по-нашему все внутри. И для них это было немножко странненько. Ну, что делать? Ну, за то, что добавки они попросили. Добавки они попросили. Массимо съел, по-моему, 3 штуки, а Фердинандо съел, по-моему, 4 или 5. Я уже даже не помню, но он наелся. Самое интересное, пока они там гуглили вначале, что это такое, и что это за блюдо, и как его едят, я говорю, давайте, пока вы это самое сидите тут, гуглите, пока они варятся, я говорю, давайте я вам эти вот, ну, как аперитивчик, закусочку что-то поставлю. В общем, Милана им поставила тарелочку и вот бублики вот эти итальянские, с итальянскими приправами, маленькие, которые едят обычно на закус. Вот такие. Фердинандо как начал на них налегать. Я говорю, ты что, свой желудок заполняешь на случай, если тебе не понравится хинкали, ты будешь уже сыт, так сказать, да, и не будешь переживать, что ты уже поел. Я говорю, давай остановись, ты что делаешь, говорю. Ой, столько смеялись вообще. Так что съели они все бублики и ждали хинкали. Ну, все поели, добавки попросили, и думаю, что еще раз они их не скоро захотят. Ой. Ну, новое блюдо, конечно, я их понимаю. Я сама была такая в отношении даже вот то, что я итальянское ела. Первое время особенно было непривычно, странно, вкус странный, поэтому у меня к ним нет никаких претензий. Тем более Массимо, то, что поел, то, что там был и чеснок, и лук, и зелень, вот это сверху даже насыпано, он же никогда ее не ест. Поэтому особых к ним нет у меня никаких претензий. Еще смешное, что было, когда вечером после видео были комментарии, они были тоже у нас, и читает, Милана читает, потом перевод там делает, и он тоже смотрит Фердинандо, и кто-то спрашивает, ой, надеюсь, они понравились, и он так тихо ей говорит, особого восторга у меня не было. Ой, сколько мы опять хохотали. Она говорит, мам, слышь, что он говорит? Я говорю, что? Говорит, сказал, особого восторга у меня не было. Ну, я говорю, поел же. Она говорит, или поел, или остался бы голодным. Но он так эти бублики закидывал. Я говорю, остановись, говорю, ты что? Ты потом не станешь есть эти хинкали мои, скажешь, что они невкусные, потому что ты уже поел. Ну, в общем... Больше я их делать ему не буду. И вообще, у меня они остались даже еще в морозилке на один раз, наверное, штук 10, наверное, осталось. Я им показала тоже, как лепятся пельмени. Ну, из этого большого кружочка я также им показала, как лепятся кружочки, как лепятся вареники. Вот, и... Он посмотрел, говорит, да, сколько типа разновидностей
разновидностей из этого. Ну, я просто слепила так, как пельмешку, и вот так ее склеила. Кстати, получился такой круг. Потом вареники такие вот красивые, с завитушками тоже. Смотрел внимательно, но особого восторга у него не было. Ну, может, с картошкой ему вареники больше понравятся. Я так думаю. Так что вот я вам рассказала первые ощущения итальянцев про хинкали. Поесть поели, но восторга не вызвали. Ну и ничего страшного. Главное, что они у нас вызывают восторг. Мы с Миланой, и со сметаной, и с таким вкусом, с таким удовольствием поели, что наелись, в общем, наелись от души. Так что вот так, дорогие мои. Вот теперь я спокойна, что я вам рассказала, а то ж не показала, ничего. Думаю, ну народ ждет, а как же мне теперь это все объяснить, рассказать? Ну, думаю, сейчас вот по дороге вам и быстренько расскажу. Так что всего всем хорошего. Накануне праздников. Дай Бог, чтобы у всех все было хорошо, все были живы и здоровы и радовались жизни. Что еще сказать? Ну вот, плавно мы перешли на сладкое. Ну а эту красоту съем я. Говори, чего ты? Non fa niente. Sì, questa è una per te, una per me. Вот такая корзиночка, да? Как она называется? Фрукты ди боско. А, по-русски тарталетка. Большая, ничего себе тарталетка. Ну, в общем, ой, все хрумкают. Все хрумкают.